Всем привет, меня зовут Нина Заславская. В этом ролике я очень хочу поделиться с вами своим приобретением. Это, конечно же, новая машинка, пополнение моего автопарка, но эту машинку я очень давно хотела себе купить, и я ее приобрела сама за свои деньги, поэтому это не реклама, а честный отзыв. Один раз я попробовала ей поработать, это было буквально недавно, по-моему, в декабре. Ко мне приехала ученица из Бельгии, это, кстати, тоже нашла меня на YouTube-канале и загорелась приехать именно ко мне, большое спасибо, вот, очень приятно за это. Но сама суть, то, что она приехала именно с этой машинкой, я ей поработала и просто влюбилась на все зоны, она шикарная. У меня комплектация с одной машинкой, но, как вы видите, здесь есть пустое гнездо для второй ручки. Дело в том, что у Belar Air есть две конфигурации. Есть машинка с ходом иглы 3.0, это как у меня, и есть также с ходом игли. И есть также с меньшим ходом иглы, прям короткоход с ходом 2.1. Я остановила свой выбор на машинке с ходом иглы 3, и чуть позже я вам расскажу, почему именно, поэтому это будет вам мотивацией досмотреть ролик до конца. Ну и давайте разберем, что же здесь еще есть. Так, здесь у нас зарядка, заряжается она от шнура Type-C, очень удобно. Также есть возможность переключиться во время работы на работу с блоком. Если вдруг у вас не предвидено садиться беспроводной блок, можно вот так вот прикрутить заднюю часть, машинка становится еще в 2 раза меньше, ну и присоединиться к блоку, работать как обычной машинкой. Ну и по комплектации это все. На самом деле у этой компании очень много дополнительных всяких штук. Например, есть беспроводная педаль для тех мастеров, кто привык работать от педали, и она присоединяется по Bluetooth к машинке, тоже нет никаких проводов. Очень прям все современно и, я думаю, комфортно. Но я работаю без педали, поэтому не стала заказывать себе лишнюю деталь. Так, мы включаем машинку, и что здесь можно настроить? Здесь можно настроить жесткость и хлесткость машинки. 0.1 это говорит о том, что машинка будет очень лайтово распушать и не будет сильно пробивать кожу. Если же вы хотите сделать какую-то контурную работу, либо помадный прокрас губ или волосковую технику, или хотите сделать пудровые брови, чтобы пиксели прям читались, тогда лучше поставить машинку на жесткий уровень, то есть на 3. И еще, возможно, вы заметили, пока я тут вам все рассказываю, экран гаснет. Это режим энергосбережения, что помогает сильно не тратить мою зарядку во время работы. Долгим нажатием на серединку я выхожу в меню и выбираю сначала жесткость. Вот мы выбрали 3. Нажимаем ОК. Здесь у меня появляется режим как раз таки беспроводной педали. Но у меня ее нет, поэтому OFF. Также здесь есть таймер работы, то есть машинка засекает время, сколько вы выполняете процедуру. Это тоже порой кому-то очень удобно. Ну и также можно выбрать значение мощности, скорости, да, либо в герцах, либо в вольтах, но я выбираю в вольтах. Далее по пункту у нас идет обнаружение иглы, и это говорит о том, что машинка будет иметь какую-то кармическую связь с иглой, можно так сказать. Честно говоря, я до конца еще сама не разобралась в этой функции, но обязательно с вами поделюсь, а если кто из вас знает, пишите в комментарии ответ, мне будет еще проще. Ну и пойдем дальше, включим эту функцию непонятную. Также здесь очень удобная функция, как раз таки для меня и для таких, как я, это выбор руки, в которой вы работаете, потому что я левша, я работаю левой рукой, и, конечно, выбираю вот левую или правую, выберем левую. А если вы выберете правую, у вас поворачивается экранчик как раз таки для правой руки, чтобы вам удобно было работать и считывать все функции. А теперь самое главное, послушайте, как нежно жужжит машинка. Ну а сейчас мы перейдем к сравнению машинок, и прежде всего я хочу сравнить свою новую машинку Belar Air предыдущей моделью, тоже Belar. Перед вами машинка моя любимая. Вы знаете, что практически все ролики, все волоски я сделала на вот этой машинке. И она моя любимица в течение последних 3 лет. Но я так думаю,
Вот эта машинка вытеснит. И еще одна машинка у нас для сравнения, это Lotus Alpha. Одна из моих новиночек, тоже я ее очень люблю, но есть некоторые отличия, о которых я вам поведаю чуть позже, поэтому не переключаемся. Ну что, можно сравнить два Белара, да, визуально. Здесь есть очень удобный экранчик, где мы все настраиваем, собственно, мини-блок. Не нужно покупать отдельный блок, разный цвет. Это очень красивый цвет, очень хотела, конечно, я розовую себе машинку. Ну и самое большое отличие, собственно, из-за чего я и решила покупать новую модель, это ход иглы, длина эксцентрика. В предыдущей модели длина эксцентрика 2,1, это прям очень короткий ход, то есть рабочий вылет у меня примерно миллиметр, миллиметр и один. Вот к такому маленькому вылету нужно привыкать, и далеко не все могут к этой машинке привыкнуть. Признаться честно, в работе мне всегда не хватало немножко сделать иголочку подлиннее, потому что я тоже привыкла работать на длинноходных машинках, привыкла, что кожу ты лучше чувствуешь, прокол и вибрацию, а на таком маленьком ходе это достаточно тяжелее сделать. Поэтому я решилась на покупку. Кстати, цена вопроса от 1000 до $1300. Я ее лично купила за 92 тысячи рублей в России, но это стоит того, поверьте, потому что ход иглы 3.0 шикарно будет на волосковую технику, потому что она такая контурная, четкая, хлесткая и мощная. Но продемонстрирую вам все на латексе. Так, ну и вот я включаю и уже так сразу побольше вылет себе выкручиваю. Так, ну и попробуем провести линию. Очень четко рисует. Конечно, латекс и кожа это разные вещи, но я обязательно, я думаю, следующие мои ролики будут исключительно на ней, потому что мне тоже очень хочется и с вами поделиться своими впечатлениями. Вот, буду рассказывать все как есть, покажу на разных зонах, как ведет себя эта машинка. Но на данный момент я прям очень-очень счастлива, потому что точно такая же Белар, вот как эта предыдущая модель, правда, машинка просто шикарная, но чуть-чуть бы побольше вылет, как здесь, поэтому я думаю, это будет моей любимицей. Ну а сейчас я переставлю иголочку в предыдущий Белар и покажу вам. Разница на самом деле только в том, что здесь провод, и вот про вылет иглы я вам уже сказала. Кто привык работать на минимальном вылете, конечно, вам эта машинка тоже прекрасно подойдет. Так, ну и здесь я сразу немножко делаю поменьше вылет. Здесь у меня рабочий вылет иглы где-то 1,1 мм. Ну и вы видите, что волосочек тоже такой же тоненький-тоненький. Машинка шикарная, правда, на волосковую технику, я считаю, ну, на данный момент это лучшее оборудование, которое есть. Ну и хотела сравнить с еще одной машинкой, которую я недавно приобрела и также снимала на нее обзор. Кстати, на все эти машинки по отдельности вы тоже также можете посмотреть обзоры, найдя на моем YouTube-канале. Эта машинка мне очень понравилась, но если сравнивать ее с более контурной машинкой, а здесь у нас в Lotus Alpha ход иглы 3,5, это уже не короткоход, это считается средний ход. Даже можно ее уже отнести к длинноходному оборудованию, потому что она тоже очень мощная и хлесткая, и она шикарно выполняет растушевку, губы на ней очень красивые получаются. Но на волосковой технике, поработав и сделав несколько процедур, я поняла, что все-таки я больше люблю волоски на короткоходе, потому что короткоход, конечно, короткоход короткоходу рознь, и я вот про этот короткоход говорю. Белар очень четко рисует волосок, пиксель к пикселю, она достаточно мощная, хлесткая, и волосок получается просто тонкий, идеальный. Если же Lotus'ом Alpha делать волосковую технику, тоже получится красивая работа, но линии будут чуть-чуть более рыхловатые, более пудровые, что ли, такие воздушные. Конечно, кому что нравится, но я отдам предпочтение
Beelar. Ну и еще один минус, который я уже заметила в работе. Lotus Alpha не работает с некоторыми картриджами, причем производители об этом сами заявляют. Как-то я во время работы ставила картридж Defender, и у меня он просто не работал, то есть игла вот так вот застряла на одном месте. Сначала я подумала, что это какой-то бракованный картридж, поменяла, вставила еще один и поняла, что дело здесь не в картриджах, а собственно в самой машинке. Здесь оригинальный картридж Lotus, поэтому она прекрасно будет работать на этих картриджах. Так как у нас здесь ход иглы 3,5, я могу поставить вылет, ну, где-то 2-2,5 миллиметра. Также поставлю на 5,9 вольтаж и прорисуем с вами линию. Ну, вы видите, что тоже прям тоненькая линия получается. На латексе очень тяжело сравнивать оборудование, поэтому, конечно, подписывайтесь на мой канал и смотрите следующие процедуры на разных машинках. Выбирайте себе наилучшее оборудование, которое вам ближе всего. Ну что, с обзором мы закончили, а теперь у меня вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, на какой машинке вы работаете, и возможно, именно на нее я сниму обзор в следующем ролике. До скорых встреч! Пока-пока!